Что делать, если криво пилит бензопила? Вначале немного полезной теории, после чего я покажу, как легко и без затрат это исправить. На самом деле, в большинстве случаев это можно исправить. И чтобы в будущем не так часто вас это касалось, выясним факторы. Первый фактор – неравномерный износ зубьев цепи. Допустим, зацепили гвоздь. Пила начинает заметно хуже пилить. А мы начинаем давить на шину сильнее, заставляя ее пилить с прежним энтузиазмом. Что в это время происходит с пилой? Более острые зубья пилы режут древесину легко. Попавшие зубья на гвоздь не срезают слой древесины, а переваливаются, как колесо автомобиля, через кочку. Но у автомобиля есть амортизаторы, а у цепи и шины их нет. Цепь начинает сильнее давить на одно из ребер шины, что приводит к неравномерному износу. Кроме этого, происходит износ хвостовиков цепи, идущих по пазу шины, и сам паз. Цепь на шине начинает люфтить. И чем дольше вы закрываете на это глаза, тем серьезнее будет износ. Второй фактор, который ускоряет износ – неправильно или не вовремя натянутая цепь. Цепь на бензопиле – самая капризная вещь. По инструкции натягивать нужно так, чтобы при попытке ее приподнять можно было увидеть низ 3 хвостовиков. Но при разной длине шины и силе пальцев это работает плохо. Правильно натянутая цепь на холодной бензопиле не должна произвольно провисать и должна без усилия прокручиваться. Но есть и особенности. На немного поработавшей бензопиле первой нагревается цепь, и она всегда слегка провисает. Мы учили в школе физику и помним, что при нагреве металл расширяется. Это нормально. Но есть люди, которые это не учитывают и торопятся ее подтянуть. Что происходит дальше? Допустим, вы заглушили пилу. Цепь остынет и станет перетянутой. И если вы продолжите пилить, с небольшим отставанием вслед за цепью прогреется и увеличится шина. И опять-таки цепь будет перетянутой. Перетянутая цепь бензопилы увеличивает нагрузку на подшипники, звездочку, шину и растягивается. Быстро растягивается на горячей бензопиле не только перетянутая, но и тупая цепь, что в совокупности значительно ускоряет износ шины и цепи. Я думаю, вы уже догадались, что если поставить на подгулявшую шину новую цепь, ощутимо ничего не изменится. Бензопила будет пилить криво. Можно ли это исправить? В большинстве случаев да. Цепь нужно заточить на стационарном станке, а шину на первое время можете просто перевернуть. Если уже переворачивали и на вашей шине неравномерный износ с обоих сторон, будем равнять. Чтобы выровнять шину бензопилы, нам понадобится угольник, тиски, болгарка и новый зачистной круг. Но вначале для теста давайте сделаем один распил. Невооруженным глазом видно, что пила уходит в сторону. Снимем и проверим шину. Поставьте шину на ровный стол и приставьте угольник. Эта шина даже стоять не хочет. На это износ меньше, но тоже есть. Болгарку с зачистным диском зажмем в тисках, а стол приподнимем на уровень с диском. Я подложил стальной блин и ровный отрезок ДСП и зафиксировал струбциной, после чего с помощью угольника выставил точный угол и зажал болгарку. Сейчас я включу болгарку и пройду с каждой стороны по нескольку раз.
Визуально стало лучше. А что покажет угольник? Практически идеально. Проверьте, чтобы хвостовики цепи скрывались полностью в пазу шины. Если паз стал мелким, шину придется заменить. Соберем бензопилу и посмотрим, как теперь она пилит. Пилит лучше, в сторону больше не ведет, нужно только подточить. Не переключайтесь, это еще не все. Что еще неприятного может произойти из-за цепи? В процессе пиления между ослабшей цепью и шиной может попасть щепа или ветка. И если в бензопиле не стоит цепи-улавливателя, а шина удлиненная, цепь может нанести серьезную травму лодыжке, намотавшись на нее. Когда цепь соскакивает с шины, основной удар принимает цепеулавливатель. Но кроме этого наносится вред звездочке. Если цепь соскакивала неоднократно, на звездочке образуются глубокие борозды. Эти борозды не дают нормально натянуть цепь. Попадая в борозду, цепь провисает. Выскочив из нее, сильно натягивается. Если нечто подобное уже есть у вас, меняйте звездочку. Иначе может порваться цепь, рассыпаться подшипники, может не выдержать и отвалиться звездочка, приваренная к диску сцепления. Подобное произошло с этой звездочкой. И наконец, цепь, даже новая, может порваться из-за неправильно установленных соединительных планок в месте склепки. Цепи к нам везут бухтами. Клепают и фасуют по коробочкам даже на базаре. Где бы вы ни покупали новую цепь, обязательно осмотрите соединительное звено. Заклепка будет немного больше или светлее. И проверьте, правильно ли стоят соединительные планки. На некоторых цепях на планках выбита стрелка, указывающая направление. Если стрелки нет, правильность установленных планок можно определить по передней опоре планки. Она будет больше, чем задняя. Неправильно поставленная одна соединительная планка будет идти наперекос. Нагрузка на соединительное звено повысится, и заклепка не выдержит. Вот, кажется, и все. Следите за состоянием звездочки, шины и цепи у вашей бензопилы. Если мое видео было полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.